Почему инженерная безопасность – это инженерный кризис? Прежде чем мы перейдем к разбору Kali Linux, архитектуры и криптографии, давайте ответим на один фундаментальный вопрос. Почему информационная безопасность в 2026 году – это не про хакеров-капюшонов, а про глубокий системный кризис инженерии? Раньше взлом был искусством одиночек. Сегодня это конвейерная промышленность. Если 20 лет назад вирус писал студент-энтузиаст, то сегодня эксплойты создаются целыми научно-исследовательскими институтами и нейросетями. Мы живем в эпоху, когда программный код стал настолько сложным и многослойным, что ни один человек на планете не может до конца осознать, как работает его операционная система во всех деталях. Я как инженер вижу в этом огромную проблему. Кризис доверия к железу и софту. Мы строим современные информационные небоскребы на зыбучем песке. Пользовательское удобство принесло в жертву контроль. Нам продают безопасность как продукт в красивой обертке. Но за этой оберткой часто скрываются дырявые библиотеки, закрытые бинарные блобы и аппаратные закладки. Сегодня я хочу провести не просто обзор софта, а настоящий инженерный аудит. Мы снимем маркетинговый лоск с популярных инструментов, заглянем под крышку процессоров и поймем, где на самом деле проходит линия фронта в борьбе за ваши данные. Мы разберем, почему владение устройством сегодня стало иллюзией и как инженерный подход может помочь вернуть нам этот контроль. Приготовьтесь к плотному потоку информации. Это ID90, и мы начинаем с самого переоцененного символа эпохи – Kali Linux. Феномен Kali Linux и культ хакера. С вами ID90, инженерный подход к технологиям. Сегодня мы проведем аудит индустрии, которая из хобби для энтузиастов превратилась в главную угрозу мировой стабильности и информационной безопасности. Начнем с визуального кода. Если вы введете в поиске слово «хакер», алгоритмы выдадут вам парня в маске Гая Фокса и интерфейс Kali Linux. Почему эта система стала иконой? Чтобы понять это, нужно вернуться в 2006 год. Тогда проект назывался Backtrack. Это был хаотичный набор инструментов на базе Slackware, который нужно было уметь завести. Вы должны были вручную настраивать драйвера для инъекции пакетов, возиться с ядром. Это был инструмент для тех, кто понимает физику процесса и не боится терминала. Но разработчики из команды Offensive Security сделали гениальный маркетинговый ход. Они создали швейцарский нож, который работает сразу после установки. В 2013 году проект переродился в Kali. Они перешли на стабильную базу Debian, добавили поддержку ARM архитектур и создали вокруг системы ореол элитарности. В чем ловушка? Сегодня мы видим феномен TikTok хакеров. Сотни видео показывают, как запустить пару команд и якобы взломать соседа. Это формирует опасный когнитивный диссонанс. Люди путают владение инструментом с пониманием процесса. Умение нажать на педаль газа не делает тебя инженером-мотористом. Скрипт-киди копирует команды из гайдов, не понимая, как работает стек протоколов TCP, IP, что такое трехстороннее рукопожатие или как устроена инкапсуляция пакетов в сетях. Инженерный вердикт по Kali. Профессионалы используют этот дистрибутив в основном на выезде. Главный сценарий – работа с Live USB. Это позволяет работать исключительно в оперативной памяти, не оставляя следов на физическом носителе. Но если вы заглянете на рабочие станции инженеров, которые занимаются безопасностью 24/7, вы увидите Arch Linux или Debian. Почему? Во-первых, это чистота. В Kali предустановлено более 600 утилит. В реальной работе вы используете от силы 15. Остальное это лишний мусор и потенциальные уязвимости внутри вашей же системы. Во-вторых, это контроль. Инженер строит свою систему под конкретную задачу. Хакерство из ТикТока – это карнавал. Инженерный аудит ID90 – это понимание того, что под маской хакера всегда скрывается инженер, который знает систему лучше, чем тот, кто ее создавал. Аппаратная диктатура и архитектура. Почему Windows догоняет? Правда ли, что Linux безопаснее Windows? Давайте разберем это не на уровне эмоций, а на уровне архитектуры.
Главная проблема Windows – ее историческое наследие. Вспомните эру Windows XP. Десятилетиями пользователи по умолчанию работали под учетной записью администратора. Это сформировало у целого поколения пагубную привычку нажимать «Да» в любом всплывающем окне не глядя. Microsoft пытались исправить это, внедрив систему пользователя контроля учетных записей UAC, буквально пытаясь годами отучить пользователей от этого бесконечного автоматического «да». Но архитектурно Linux изначально строился иначе. Здесь концепция прав доступа и жесткое разделение на пользователя и root – это фундамент, заложенный еще в Unix. Аппаратный фундамент и закрытые чипы. Но безопасность – это не только софт, это то, что впаяно в плату. В современных процессорах Intel есть Management Engine, у AMD Platform Security Processor. По сути, это микрокомпьютеры внутри вашего основного процессора со своей закрытой АЭС, своим независимым доступом к сети и памяти. Они работают даже когда компьютер официально выключен, но подключен к питанию. Этот код закрыт, его нельзя проаудировать. Для инженера это черный ящик с абсолютным контролем над вашим железом. Смерть модульности и BIOS. Современные ноутбуки лишены возможности смены модулей. Раньше мы могли заменить в ноутбуке Wi-Fi карту на ту, что поддерживает режим мониторинга. Сегодня все впаяно. Если в чипе связи найдена аппаратная уязвимость, вы не можете его просто заменить. Вы привязаны к железу производителя. То же касается BIOS. Современный UEFI – это сложнейший программный комплекс, часто заблокированный цифровой подписью. Если вы не можете изменить прошивку своего устройства и физически заменить его модули, вы не владелец, вы просто временный арендатор. Монолит модуля и меньше кода. Ядро Windows – огромный монолит. Графическая подсистема, драйвера, системные службы тесно переплетены. Дыра в коде обработки шрифтов может дать доступ ко всему ядру. Linux – модульный конструктор. Вы можете собрать систему вообще без графического интерфейса. Для сервера или защищенной станции отсутствие графического интерфейса – это не неудобство, а инженерное преимущество. Нет интерфейса, нет лишних библиотек, нет уязвимостей в графических стеках. Меньше кода, меньше рисков. Точка. Для инженера удобство без контроля – это риск. Скрытность, открытость и математика шифров. Разберем концепцию безопасность через скрытность. Это попытка защитить систему, просто скрыв ее устройство от глаз. Представьте ключ под ковриком. Пока никто не знает про коврик, вы в безопасности. Но стоит вору найти ключ, и ваша дверь открыта. Это путь закрытого ПО. Open Source работает иначе. Это безопасность через прозрачность. Когда код открыт, тысячи инженеров по всему миру могут найти и исправить уязвимость раньше, чем ее используют злоумышленники. Это как замок, чертежи которого висят на главной площади. Все знают, как он устроен внутри, но взломать его невозможно из-за законов математики. История и эволюция криптографии. Человечество всегда пыталось скрыть смысл сообщений. Древняя Спарта использовала скиталу. Кожаная лента наматывалась на деревянный стержень строго определенного диаметра. Текст писался вдоль палки, а после разматывания ленты получался хаотичный набор букв. Прочитать письмо мог только тот, у кого был стержень точно такого же диаметра. Диаметр – это первый в истории физический приватный ключ. В годы Второй мировой войны была Энигма. Это было механическое совершенство того времени. Внутри находилась сложная система из 3 или 4 вращающихся роторов и коммутационной панели. При каждом нажатии клавиши роторы проворачивались полностью, меняя электрическую схему шифрования. Одна и та же буква могла быть зашифрована тысячами разных способов. Количество возможных комбинаций настроек было астрономическим. Но даже это механическое чудо было взломано инженерами и математиками, включая Алана Тьюринга. Потому что они построили Агнес, специальное устройство для автоматического перебора ключей, используя логические подсказки в зашифрованных текстах. Но настоящий инженерный прорыв – асимметричное шифрование, алгоритм RCI. Раньше для шифровки и дешифровки нужен был один общий секретный ключ – симметричный метод. Но как передать этот ключ через весь мир без перехвата? Решение
Математика в односторонних функциях. Мы используем пару ключей. Публичный ключ можно раздавать всем, он позволяет только запереть сообщение. Но приватный ключ есть только у вас, только он может отпереть замок. На этой элегантной логике сегодня держится весь банковский сектор. Хроники цифрового апокалипсиса. Информационная безопасность – это не только теория, это шрамы на теле мировой экономики. Давайте разберем крупнейшие кейсы максимально детально. Вирус I Love You. 2000 год. Ущерб более 10 миллиардов долларов. Это был урок всему миру. Социальная инженерия сильнее любого брендмаузера. Простая строчка в теме письма «Я тебя люблю» заставила миллионы людей запустить вредоносный скрипт. Даже системы Пентагона и ЦРУ были парализованы обычным человеческим любопытством. Stuxnet. Первая в мире цифровая бомба. Это вирус, созданный спецслужбами для уничтожения физического объекта, ядерных центрифуг в Иране. Он искал конкретные контроллеры Siemens и скрытно менял частоту их вращения. Оборудование физически разлеталось в щепки из-за резонанса, пока на мониторах операторов все выглядело нормально. Это был момент, когда код стал оружием массового поражения. NotPetya. Глобальный акт кибервойны. Это был не вирус-вымогатель, а стиратель. Его цель не деньги, а деструкция. Он парализовал работу крупнейшего морского перевозчика Maersk, заводы и энергосистемы. Ущерб составил миллиарды долларов, а восстановление инфраструктуры заняло месяцы. Ботнет Mirai. Когда ваш умный чайник или дешевая камера видеоснабжения атаковали крупнейшие сайты мира. Это цена нашего стремления к комфорту. Миллионы устройств с паролями по умолчанию стали армией в руках хакеров. SolarWinds. 2020 год. Атака на цепочку поставок. Хакеры взломали не саму цель, а софт для управления сетями, которым та цель пользовалась. Результат – доступ к данным правительства США через официальное обновление. Урок прост. Если даже официальное обновление может быть ядом, абсолютной защиты не существует. Анонимность, Cubes OS и вердикт ID90. Мы подошли к главному вопросу. Можно ли скрыться в цифровом мире? Существует такая система, как Cubes OS. Ее концепция – безопасность через изоляцию. Это Linux на базе гипервизора Zen, где каждое приложение живет в своей виртуальной коробке, виртуальной машине. В чем инженерная суть? Гипервизор работает как герметичные отсеки на корабле. Ваш браузер в одном отсеке, почта во втором, документы в третьем. Если вы открыли зараженный файл в браузере, вирус умрет вместе с закрытием этого окна. Он не увидит ваши пароли, потому что они физически находятся в других изолированных сегментах. Но за это вы платите мощностью железа. Это система для тех, кто реально под угрозой. Разберем инструментарий, вокруг которого больше всего мифов. Прокси, VPN и браузер Tor. Прокси-сервер – самый примитивный уровень. Скрывает адрес, но не шифрует данные. Как передать открытку через соседа? Сайт не знает ваш адрес, но сосед видит содержание. VPN – зашифрованный туннель. Но здесь все на доверии. Вы просто меняете одного наблюдателя-провайдера на другого. В инженерном аудите мы не верим словам. Мы не храним логи. Мы смотрим на юрисдикцию и репутацию. Браузер Tor. Это уже серьезная инженерная конструкция. Принцип луковичной маршрутизации. Ваш пакет данных шифруется трижды и проходит через 3 случайных узла в разных точках мира. Входной узел знает, кто вы, но не знает, что вы передаете. Срединный узел не знает ничего. Выходной узел видит ваш запрос, но не знает, от кого он. Важный момент. Анонимность не равна приватности. Анонимность – это когда не знает, кто вы. Приватность – это когда не знает, что вы делаете. Если вы в Торе зашли в свой личный аккаунт Google или Facebook, ваша приватность равна нулю. Вас узнают по цифровому отпечатку браузера, набору ваших шрифтов, разрешению экрана, модели видеокарты и даже уникальному стилю движения мышки. Практический аудит. Инженерная защита.
Изучив все эти угрозы, от аппаратных закладок Intel до глобальных ботнетов, возникает логичный вопрос. А что, собственно, делать инженеру? Как существовать в этом цифровом апокалипсисе? Мой инженерный аудит предлагает три столпа защиты. Первый – принцип минимизации. В инженерии чем меньше деталей, тем выше надежность. С ПО то же самое. Если вам не нужна служба в системе, отключите ее. Если вы администрируете сервер, удалите графическую оболочку. Помните, отсутствие интерфейса – это отсутствие сотен дополнительных уязвимых библиотек. Каждая строчка кода, которую вы не используете, это лишний риск. Второй – физическая сегментация системы. Не храните все в одной корзине. Если у вас есть критически важные данные, пароли или криптографические ключи, они не должны находиться на устройстве с выходом в интернет. Старый ноутбук без Wi-Fi модуля и с заклеенным Bluetooth – это лучшая защита от любого хакера. Физический разрыв сети – это единственный барьер, который невозможно преодолеть программным кодом. Третий. Борьба за open source и Core Boot. Везде, где это возможно, выбирайте открытость. Если ваше железо позволяет, прошивайте Core Boot или LibreBoot, чтобы хотя бы частично вытеснить закрытый код проприетарных BIOS. Используйте Linux не потому, что это модно, а потому, что это единственная среда, где вы можете провести аудит того, что происходит в памяти. Безопасность – это не конечный продукт, который можно купить. Это процесс и, если хотите, образ жизни. Это постоянное здоровое сомнение в каждом байте информации, который прилетает к вам из сети. Это понимание того, что абсолютной защиты нет, но есть возможность сделать стоимость вашего взлома настолько высокой, что она станет экономически невыгодной для любого атакующего. Держите свои системы в чистоте, а разум в холоде. И если вы досмотрели до этого момента, значит вам действительно важен такой глубокий разбор. Как вы слышите по звуку этой вставки, я все еще в поиске идеального сетапа и борюсь с акустикой помещения. И это именно то, над чем я сейчас работаю. Для тех, кто хочет поддержать развитие проекта и помочь закупкой акустических панелей и профессионального микрофона, в описании под видео есть криптореквизиты. Это лучший вклад в качество будущих аудитов и самая высокая оценка моего труда. Ну а теперь к итогам. Инженерный аудит ID90 подводит итог. Информационная безопасность – это не набор программ, это процесс и личная дисциплина. Сделайте стоимость взлома выше, чем ценность ваших секретов. Уважайте историю технологий, понимайте принципы работы систем, но не ведитесь на хайп. Нам пора строить цифровую реальность на более надежных этажах. Это был ID90. Рациональный взгляд на факты. Подписывайтесь, здесь говорят правду.